Всем доброго здоровья. Люди. Пятничная тренировка. Конец недели. Да. Как тебе неделька? Отлично. А ты знаешь, что сегодня дата? Дата? Да. Чего? Сегодня 5 лет, как я получил травму. Да ты что? Да. Вот даже не знаю, поздравлять с таким или нет. Да, спорная дата. Много кто относится как повезло, может кому-то не повезло, кто празднует, кто грустит, кто в депрессняк, кто в запой. А у нас тренировка. А у нас тренировка. Так что, уважаемые подписчики, пишите, как вы относитесь к дате, когда получили травму. А я потом расскажу, как я отношусь. Ну что, мы начинаем. Начинаем, как всегда, так, значит, Дима сидит. Напомним, это Дмитрий, это Екатерина. Что делает Дима? Дима садится на стул. До этого у нас были, если вы вдруг с нами недавно, занятия на кушетке. Сейчас мы уже сидим на стуле, поэтому, когда вы сидите, обращайте внимание на то, чтобы ваши коленные суставы составляли угол 90 градусов, да? И голеностопы тоже стояли плотненько на полу и составляли угол ориентировочно 90 градусов. Ширина ног должна быть ориентировочно ваша ширина таза, ширина плеч. Если коленки разбегаются в сторону, лучше их чем-то подфиксировать, эластичным бинтом, либо липкой лентой. А я, когда получил травму, я не мог поднять даже руку вверх после реанимации, лежа вот так. Я не мог этого сделать. И у меня было целое, целое упражнение, я там полчаса вошкался, чтобы там поднять 20 раз руку вверх. Да, на начальном этапе это очень тяжело. Да, я тебе вчера Люди вообще не звонила. могут этого и выполнить тоже. Так что вот. А еще у меня было упражнение вот так. Ножницы. Лежа, прям вот лежа, вверх руки поднять и сделать ножницы, вот эти обыкновенные, которые. На начальном этапе, ребята... Я делал 2 раза и потом терял сознание. Вообще, как бы после травмы, самая большая, знаешь, в чем вообще вопрос, самая большая, вот такая трагедия. Отсутствует движение напрочь, ты не знаешь, что сделать, но это полбеды. А еще нет выносливости вообще. Ну, то есть руку поднял, все, ты устал, ты уже хочешь спать, ты уже все, то есть вот эта вот выносливость, вот за 5 лет, смотрите, какой я выносливый стал уже. Да. Как выпью выносят? Значит, на начальном этапе, да, ребята не могут поднять руку вверх, а если поднимают из положения лежа, руки, если это шейная травма, падает на лицо. Да, то есть выпрямить в локтевом суставе, это большая проблема. Это мы говорим про травму шейного отдела. Привязывали сюда на скотч трубку и воду, чтобы пить, только лежишь такой. Да, кстати, это такой лайфхак, да, для тех, кто только недавно получил травму, то есть привязывается трубка, чтобы, если что, руку до рта вы донести можете и через эту трубку попить. Да, была куча вообще вопросов, нюансов, может будем по ходу рассказывать, а может и не будем, может забудем. Вы спрашиваете, вдруг кому-то нужно, вы задавайте вопросы, мы просматриваем и отвечаем на эти вопросы. Да, все, поехали. Так, начинаем. Спина ровная, макушка тянется вверх, руки вдоль туловища. Начинаем подъем плеч вверх, спуск вниз. Выполняем 15 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. 2 плечами работаем вперед, подключаются мышцы грудного отдела и назад. По 15 раз. Сразу 2? Да, сразу 2 сегодня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, не забываем про дыхание. 10, 11, 12, 13, 14, 15. У меня, кстати, болит плечо. Как-то вот здесь вот плечи болят. Мы какие-то упражнения делали в среду. И вот... С гантелькой? Наверное. Потому что вчера так вообще так, аж даже пересаживаешься, так чувствовалось. Дельтовидная мышца задействована. Да, и вчера я, кстати, вообще встал, только постоял 2 раза по 15 минут, полчаса я постоял, все, больше я не встал. Это настолько за неделю мы забили все, ноги. Да, ноги. Я понимаю, что делать, они у меня напрягаются, я там тянусь зубами, губами, но они мне говорят: Димон, привет, мы тебе потом позвоним. Да, бывает такое. Надо, значит, делать паузу, либо делать меньшую нагрузку. А мы продолжаем, выполняем упражнение назад. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. Значит, смотрите, если вы только разогреваетесь с нами, и для вас это разминочный комплекс, вы выполняете, как я, эти упражнения стоя, то я бы вам рекомендовала, даже вот если у вас мало упражнений или мало времени на эти упражнения, вот эти круговые вращения выполнять 20 раз в одном подходе. Вы совершенно по-другому почувствуете свои плечи, свою трапецию. А если вы недавно получили травму, то вот это вот все может уйти даже час, а может и больше. Хорошо, если они сделают Да. круговые вращения 10 раз. Не, просто делаешь, ты сразу упадешь, понятно, тебе надо будет подняться. Но это все упражнения. Да, можно начинать выполнять эти упражнения из положения в коляске, из положения сидя на кровати, если вы уже научились сидеть на кровати, да? Мне кажется, Если, даже лежа. ну, полусидя, вот на подушке, да, немного освободить. Можно, вот мы будем делать сейчас следующее упражнение, мы в нем будем задействовать грудную клетку в большей степени. Если же у вас травма недавно, и вы находитесь в постели, в полулежачем состоянии, да, либо полулежа, полусидя, вот эта вот позиция, да, то в ней вы будете больше работать плечами. Так? А мы больше будем задействовать сейчас грудную клетку. Что мы делаем? Находим центр груди, и вот как будто нас кто-то толкает в этот центр, уходя грудная клетка назад, выходят плечи вперед, округляется спина, лопатки разбегаются по спине в разные стороны. Затем как будто нас кто-то толкает между лопаток. Мы соединяем лопатки, плечи уводим назад, раскрываем грудную клетку. Выполняем все это с дыханием. Закрылись на выдохе, раскрылись на вдохе. Выполняем 15 раз. Раскрылись. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделали отдых, подышали, восстановили дыхание. Потому что когда вы делаете глубокое дыхание, если у вас была травма, есть вероятность, что у вас может закружиться голова. Оно у меня кружится. Кстати, я с дыханием начал делать на этой только неделе. Если вы смотрите нас раньше, я хотя бы удержаться. Да, хотя бы удержаться. На задержке дыхания не рекомендуется выполнять упражнения, но на начальном этапе после травмы вы делаете упражнения так, как у вас получается, потому что многие цепляются зубами, ушами, ресницами для того, чтобы выполнить хоть какое-то упражнение. И вот эта задержка дыхания, понятно, что она не совсем верная, но на начальном этапе, если вы научились хоть так делать, в дальнейшем вы просто выйдете на обычное дыхание, а уже после этого вы осознанно будете регулировать дыхательный процесс. Мы продолжаем. Раскрылись вдох, на выдохе сжались. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Не забывайте соединять лопатки. 15. Ох, Хорошо. тяжело. Так. Отдышимся. Да. Первая ЛФК, как только поломался, знаешь, вообще какое было? Приходил инструктор ЛФК, ну, больничный, который. Они, конечно, тоже молодцы, все приходит, ну, с чего начиналось, пришла, все, пальчик посогибала каждый. То есть, с чего начинается ЛФК, когда ничего не может? Согибается каждый сустав, там, покрутила, повертела, кисть покрутила, руку посогибала, плечо подводила и так ниже. Поднимала. Локоть, ноготь, ногу посогибала, пораздвигала. То есть вот с этого начала было ЛФК. То есть я был полностью пассивный. Ну вообще я не это. Ну я мог только руку вот так сделать, попить. Попить только мог. Да, и потом первый раз садили меня. Ну там кровать вот эта, которая на пульту, меня так раз, и я, короче. И уплыл. Да. А потом меня пошли ставить к шведской стенке, уже прям даже вот сколько прошло, наверное, неделя-две после того, как травму получил. Все. У меня брат здоровый, тяжелый, у меня раз поднял я. Оп, опять выключился. Я сразу вообще, то есть второй раз меня подняли, наверное, секунд 10 продержался. Ну, тоже выключился, конечно.
Нормально, так? А, прикольно, так знаешь, все, сейчас я встану, потому что, ну, на самом деле не понимаешь, что произошло, не понимаешь. Все говорят, первый этап, он самый важный, там все надо. Ни хрена, ребята, ни хрена непонятно, что делать. И этот первый этап хотя бы пережить морально на самом деле. То есть ты понимаешь, что ты не такой, как все, там, ты будешь ходить в любом случае, там месяц-два, ты карабкаешься, ты же не лентяй и все, но иногда... Месяц-два затягивается чуть Да, не дольше. да, вставляет свои коррективы, ну, каждый вопрос своя травма, некоторые, раз все, после травмы годик-два, да, там, мы пошли. Это просто повезло, потому что осталась нейронная связь. Если нейронных связей нет, то это ваш организм молодец, он вышкрепся. Мне тоже, кстати, повезло, у меня это осталось. Ну, может, чуть больше просто повредилось, потому что у меня как бы есть это движение, есть люди, у которых нет, там уже не повезло. Это насчет того, что повезло, не повезло, да? Да. Все в этом мире относительно. Так, ну что, Да, я готов. поболтали немного? Нет. Нет? Давай. Поболтай ногами? Да, поболтай ногами. Хорошо. Анекдот колясочников. Следующий. Расскажу анекдот колясочников. Ну давай. Звонит колясочник говорит, привет, что хотел? Поболтать. Ну так поболтай ногами. Хорошо, мы берем палочку. Да. Не смешно и не надо. Да, что, нормально. Главное к этому относиться Из спокойно. твоих уст это звучит веселее. Да. Из моих? Из моих. Из твоих Из веселее. твоих это еще может кого-то даже и оскорбить. Обидеть. Ну, по-разному люди относятся, конечно. Так, ну что, Но лучше с гумором. я беру скакалку, ты берешь палочку. Поменяемся. Ладно. Так, что мы делаем? Я беру ленту, Дима берет палочку широким хватом, поднимаем максимально, уводя руки назад и возвращаем в исходное положение. Выполняем 10 раз. Спина ровная, макушечка вверх. Раз. И на место. Вдох, выдох. Вдох. 4. Вдох. 5. Вдох. 6. Вдох. 7. Вдох. 8. Вдох, 9 и вдох, 10. Хорошо. Теперь мы берем палочку за края. Из этого положения руки у нас находятся перед грудью. Дима сидит тазом на стульчике. И он поворачивает руки одновременно с корпусом, возвращает в исходное положение. Работаем в одну сторону, а затем работаем в другую сторону. Тоже делаем по 7 раз в одну сторону, по 7 раз в другую сторону. А еще знаешь, что хорошо выносливость вырабатывает? Что? Велосипед на самом деле. Вот этот мотомет, который крутит сам, и ты его стараешься крутить. Вот он, на самом деле, Кардионагрузка. То есть это получается, называется, может быть, и так, я тебе сказал, как это надо. как по-простому. Да, То да. есть все упражнения, где есть какая-то монотонная работа, назовем Да. это так, длительная монотонная работа, однотипное движение, то есть это вырабатывает выносливость, особенно если это длительный промежуток по времени. Кстати, самое тяжело выносливость вырабатывать. Ну, то есть ты можешь быть сильный, там раз поднял гантели 10 раз и все, а 100 раз ты ее не поднимешь. А 100 раз это уже выносливость, да? Я правильно Конечно, рассуждаю? да. А выносливость, она нам дает что? Она нам дает силы. Она дает вам силы в течение всего Не упасть дня после 100 грамм. двигаться, да, не упасть. Не упасть после 100 грамм. Так, ну что, Да. садись, перись палочку. Сел, да. Я начинаю. Давай. Берем. Фиксируем таз. Поворачиваем руки с корпусом. Раз. Вернулись. 2. Вернулись. 3. Вернулись. 4. Вернулись. 5. Вернулись. 6. Вернулись. 7. Сможешь продолжать? Да. 8. 9. 10. Хорошо. Еще Отдыхаем. надо. Я сделаю, ну надо сейчас отдохнуть. Хорошо. Давай, выполняй. Я, конечно, выносливый мальчуган, но не до конца. Так, у нас будут сегодня, кстати, вариации упражнений, вот этих вот с палочкой, поворотов и подъемов. Нас задавали вопрос, как делать приседы без шведской стенки. Ого. Да, у вас есть ходуны, брусья, что угодно. А это ваши приседы. Да. В любом случае, ну то есть присед ты ничем не заменишь, кроме как приседом. Приседом. Да. Да, смотрите, основная Или задача полуприседом. приседа это посадить попу и поднять Да. попу, да? То есть, а уже за что вы будете хвататься,
И За что турник, за кровать, я не знаю. шведская стенка, неважно что, да, тут уже хоть трубу прикрепите к стене, и если вы за нее сможете каким-то образом фиксироваться, пожалуйста, я могу сказать, можно придумать все, что угодно, но неспроста придумали шведскую стенку, понимаете? Ну, то есть, это самое простое решение, это шведская стенка. Чем изобретать велосипед, то есть, его можно сделать самому, ее не обязательно там купить, самому, ну, пусть сварщик сварит вам эти 3 перекладины, может, она вам не надо там до самого потолка, вы же по ней лазить не будет, вам надо рабочих 1, 2, 3, 4, где колено упор. Все, погнали. Так. Еще, да? Да, еще десяточку. Давай. Раз. Помним про фиксированный таз. Разворачиваются руки. Локти стараемся не сгибать по возможности. Если у вас локти не удерживают, сгибаются, возможно, вам стоит одеть ортезики на руки. Поворачиваем корпус вслед за руками. Так, сколько? Я не знаю. 8, наверное. 7. 8. 9. И 10. Хорошо. Убираем палочку. Воды попьете? Да, попьете. Попьете. А вот здесь очень сильно напрягается вся вот эта вот. От грудей и до Запах. Так, давай. А теперь то упражнение, про которое я говорила, вариации. Значит, вместо палочки мы берем фитбол. Диаметр взяли пока средний. Берем мячик и через голову подаем его назад. Затем через голову забираем его. Умная. Давай, давай. Раз. Над головой. Давай, сел, выровнялся. Раз. Угу. Давай. 2. 3. 2. 3. У меня ноги напрягаются, как будто сейчас зубы выпадут. 3. Вообще. Все попадают сразу. 4. Вариант. 2. 4. И 5. 5. Отдыхаем. Ну, 2 Да, одной хватит. Короче. А скажи, чем отличается, Всем. по-твоему, ощущение палочки от фитбола? Всем. Очень сильно напрягаются ноги, понятно, потому что хочется выпрямиться назад, спина, потому что себя надо держать. Не знаю, почему руки, плечи и межреберные вообще, они у меня с ума сошли. Максимально растянулись, Да. максимально сократились. И мало того, что еще напрягается вот, ну, вот это вот такая вот цепь целая, потому что этот фитбол нужно держать, прижимать. Сжать, чтобы он не выпал. Ну, то есть это абсолютно новое упражнение на абсолютно непонятное... Пока для тебя мышцы. Но оно, понимаете, оно работает все. Но я не могу сейчас вот выделить мышцы, которые вот работают при этом упражнении. Вот они у меня как-то напрягаются все тело. Хорошо. А сейчас вторая вариация упражнений. Хорошо. Так. Тоже фитбол круглый, а палочка прямая. Вот Да. это все отличается. Но, Его же надо еще удержать, что вы чтобы... тупите? Вот Маша вам расскажет, чем это все отличается. Фитбол круглый, он шар, а палка, это цилиндр. Да, Маша? Да. Вот. Как вы там... Раз вы не разбираетесь, Раз так вы не разбираетесь. я расскажу, что такое геометрия. Так, держи. Или ты отдохнуть. Я хочу лучше геометрию. Да, Ты готов? да. Бери мячик. Берем фитбол. Подаем его мне вправо. Возвращаемся. Забираем справа. Возвращаемся. Ну, мы Ты влево не начнем. выспалась сегодня, или И что? у меня все хорошо, да? Да я понимаю, что у тебя все хорошо. Ладно, давай. Ну, видишь, какой прогресс? За 5 лет я уже могу даже мяч подать. Это тебе В не то, что- сторону и за голову. А когда я сломался, я мог подать только идею. Это да. Так, давай. Раз. Нет, назад вернулся. Хорошо. А теперь забрал. Раз.
2, держись. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, отдыхай. Да что ж ты его бросаешь? Очень сильно напрягается какая-то мышца, которая вот идет вот отсюда, вот это вот, которая спасательный круг. Поясница. Да. Мышца спасательный круг. Под кодовым названием. Мышца под кодовым названием спасательный круг. Очень сильно напрягается, и напрягается межреберная вообще колоссально. Ну, плечи и руки, оно, знаете, какое дополнение. Ну, то есть, вот этот мяч, вот когда держишь, вот оно вот напрягается предплечье, как бы сюда. Хорошо. Давай, подыши. Вот такая вот получилась травма у меня 5 лет назад, когда ходил все время. Ну, и сколько как я устал, скорее бы на пенсию. На тебе на пенсию. 35. 35 пораньше. Как просили, как заказывали. Да, да, да. Я в людях не разбирался, хотел все время понять, вот, кто вокруг меня, в людях разбираться. Сейчас я в них разбираюсь колоссально, да? Сразу Кто понятно. такие друзья, кто такие не друзья, это видишь уже сразу по походке. Поэтому осторожней со своими желаниями, люди. Да. Надо более развернуто озвучивать желания. А то- Хотя, да, оно же получается как? Когда ты начал разбираться в людях, это же, ну, это такое очень хорошее качество, да? Цена за нее, да, дорогая. Дорогая. Но тем не менее. И в ранней пенсии цена дорогая оказалась. Оказалось, да, дорогая цена, поэтому все относительно. Да. Поэтому я еще не знаю, не решил, как я отношусь к этой дате. Ну, я знаю, конечно, я потом скажу. У тебя дата есть? Время? Повод есть. Повод В есть, да? баре стоит. Че ты гундосишь? Мне кажется, а дальше разберешься. Да. Так, ну что, мы продолжим. Да? Берем фитбол Да. и Я- в другую сторону. Я только хотел тебе это предложить. А, да. Фу. Раз. Раз. Два. Даже повыше. Два. Не повыше, сложнее просто. Три. Просто как ты мне первый раз подал, так я и забираю. Три. Мой язык, мой враг. 4. 4. 5. 5. Хорошо. Отдай мячик, а то сейчас бросишь. Да. Что да, сейчас как раз будешь бросать. А, Значит, Мяч? смотрите, мы бросали набивной мяч, а сегодня Дима будет бросать большой мяч. Точно все хорошо? Да, все очень хорошо. Ты там, если что-то случилось, говори, в себе не держи. Так, надо чуть-чуть поставить ноги шире стопами. Тоже у меня перфекционист. Ну да. А что? Ну да, чтобы не упал. Нам площадь опоры нужна для того, чтобы работать. Ладно, я готов. Что делать? Готов? Давай, да. Берем пока этот же фитбол, если что, добавим диаметра. Да, нет, я его не брошу. А, куда бросать надо? От Меня. от груди От или, меня. или сверху? Да, пока от меня. От меня. От себя ко мне. Так, стой, я поправлюсь. Поправься. Поправлюсь. Да не надо поправляться, потом худеть сложно. Ты как профессионал говоришь? Да. Так, давай. Ну чё? Как получается? Бросай. Оп. Хорошо, словить. Давай, я словлю. Словишь? Да. Лови. Класс, давай. 2. Подожди-ка. Жду. Давай. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Держись. Давай. И 10. Учись. Лови.
Хорошо, молодец. Да что ж такое? Так, Ну хорошо. что? Чем отличается фитбол от набивного? Мне фитбол полегче. Полегче? Да. То есть мы можем увеличить количество бросков? Да, смотри, ну просто ты не обратила внимания, но я делал, ну как бы поправлялся, ну 8 раз. Не Я сделал... держался за спинку стула? Да, даже не прислонялся, а вот так вот. Но у меня сейчас спина, вообще капец больно. Больно. Да. Еще очень хорошо выполнять боксирующее движение. Ну, мы потом как-нибудь его сделаем. Давай, кого будем мочить? Кого будем мочить? Сейчас, Фитбол. вообще нормально. Настроение боевое. Мы сейчас с тобой пересядем на кушетку, повернемся к стенке К шведской, столу. к столу, так сказать, да? И поставив фитбол перед тобой, посмотрим, как ты побоксируешь. Да? Да, легко. Вариант сделаем такой. Давай. И там же потом выполним упражнение для шейного отдела позвоночника. Оставайтесь с нами, будет дальше интереснее. В новой серии, да? Да, смотрите завтра. Хуан Антонио против Марии Изабеллы. Так, Кстати, с этой травмой самое тяжелое это выйти из депрессника. Понять. ну да, Морально. многие же Морально принять это все. первый год, два, есть люди, которые 3 года не могут выйти из депрессии, пока не понимают, что вот надо куда-то двигаться, да, они думают, что или так буду лежать, кто уходит в Они думают, что депрессию. отпустит. Или некоторые наоборот, прям стараются, что вот я сейчас за полгода быстренько поднимусь, как ты говоришь, за месяц, за 2 и все наладится, да, а потом уже впадают в депрессию. И основной момент, да, это понять, что сейчас нужно будет работать, и работать не месяц-два, и не лежать месяц-два, потому что от лежания месяц-два, полгода-год тоже все не уйдет. Вообще просто, я тебе могу рассказать, нужно привыкнуть к тому, что ты будешь всегда уставший. Ты всегда, ты проснулся, ты устал. Ты ложишься спать, ты уставший всегда, ты пересел на коляску, ты устал. То есть вот эта усталость, она уже вот сейчас. Сейчас у меня уже нету, понятно, И болит. я покрепче стал. И болит, и многие, И болит. и болит. И многие и болит, Да. да. То есть боли, которые возникают от спастики, которые без спастики, вот это новые ощущения в теле. Очень многие ребята, девчата, с которыми я общалась, да, то есть они говорят именно об этом. И ждут, когда же это закончится. А оно продолжается, либо меняет, начинается. Ладно, давай. Да нет, это мне так просто повезло. Есть люди, которым не повезло. Так, ну что, попробуем? Да. Руку вытяни Я вперед. везунчик или нет? Руку вытяни. Я везунчик или нет? Конечно, везунчик, сейчас посмотрим. А еще и нырять умею, хочешь научу? Не надо. Опытный ныряльщик, да. Да. Надо чуть-чуть отодвинуть кушетку. Раз, два, три. Ага. Как лежал на реабилитации, один там парень тоже лежал, говорит, хочешь научу нырять? Берешь, выбираешь бассейн, где помельче. И когда ныряешь, желательно, чтобы руки в карманах были. Держи мелочь в карманах. Да. Так, ну-ка. Весело. Сейчас, может, поближе надо будет подвинуться, посмотрим. Ой, такая неопределенная. То дальше, то ближе, да. Что надо делать? Надо бить по мячу. Раз. Продолжай долго. Давай. 5 раз. 5 подряд ударов одной рукой. Нет! Это не засчитывается. Сделай кулачок. Значит, смотрите, если у вас кулачок не делается самостоятельно, лучше связать, сделать кулачок и завязать эластичным бинтом. Ладно. Раз, два, 4. О, да, вот это то, что надо. Давай. Еще. Давай на время, минуту. Тихо. О, удачно мячик как раз головой упереться. Ну как? Ну, если быстро делаешь, то устаешь, конечно, быстро. Еще дыхание потом наладить. Давай с дыханием наладим. Давай. Просто помедленнее буду делать, да? Ну, ку. Хорошо, держись. Хорошо. Давай. Можно я пичкать? Можно. Я не поняла, что ты сказал, но можно.
А знаешь, что я тебе хочу сказать? Что это хорошее упражнение. Очень хорошее упражнение. У меня почему-то еще ягодицы очень сильно напрягаются вот здесь, и ноги очень Конечно, ты же должен хоть чем-то держаться. И сейчас это ягодицы. Я думал, это так. Я снимаю! Я понял. А, Еще ты хочешь? конечно, еще подходик. Водички дать? Да, желательно. Давай попьем воды. Настоящий спортсмен всегда. Ты меня готовишь к паралимпийским играм Конечно. по боксу. Поксу. Шейники, видела, как делаются? Как? Ну, это тектроник. Ну, а как, ничего же не шевелится в коляске. На дискотеке. Значит, на начальном этапе, когда вы сидите в коляске, вы можете впереди себя ставить подушку и просто хотя бы делать удар в подушку. Если у вас получается, выпрямлять локоть. Не получается, пытайтесь сделать хоть в наклоне вниз куда-нибудь, да? Потому что от корпуса эта сила тяжести вам мешает, а если выпрямление идет вниз, то есть это тоже движение. Делаем? Сейчас, короче, бокс, потом тайский бокс, ногами начнем мочить, да? Как только научишься, сразу ногами. Пока такой и так себе бокс. Я бы сказал полубокс. Полубокс. Стрижка полубокс. Так, ладно. У меня спина мокрая, кстати, уже стала. Ну давай сейчас чуть-чуть, как раз уже сидим возле Ты, короче, считай, я буду как могу. Да? А мне как считать? На каждый удар или на раз, два Нет, это ты раз? сколько я должен? Минуту пробить? Ну Или мне бы сколько? хотелось минуту, мы просто засечь. Считай тогда до 60. Давай. Именно так вот далеко должно быть, да? На всю вытянутую руку? Нет, ты же подвигался ближе сюда ногами, ты уехал. Потому что я старался. Ну, я поняла. Держись ягодицами. Просто не знаю. Нет, не надо, пока давай вперед. Сверху потом. Это вариация позже. Подлец. Подлец. Надо лицо тогда тут нарисовать. Ничего. Врага. У меня нет врагов, у меня все друзья. Значит, того, кого ты просто не очень уважаешь. Вообще не знаю. Вот этого вот хама вот можно и нарисовать. Да. Все, ты уже уехал и ногами, всем подряд пришлось подвигать к тебе фитбол. У меня была такая борьба со спастиком, но я ее победил. Где была спастика? В ногах? И потом В корпусе. В корпусе? Руки, плечи. Все болит. Все болит. Очень сильно болит. Очень сильно болит. Какой? Я так устал, как будто я... Все. Все, да, на Надо этом все. водички. Сейчас водички, сейчас небольшой перерывчик и встаем возле шведской стенки. Слушай, а вот это упражнение, что оно? На какие мышцы? Вот это что это? Мышцы стабилизаторы, мышцы пресса, мышцы спины, полностью трицепс, бицепс рук. Короче, вообще нормально, да? Хорошее упражнение. Ты же держишься, ты же не пытаешься упасть. Плюс у тебя идет напряжение, ты жопу сжал для Ну того, да, если чтобы не- удержаться на этом. если Потому не что как можешь- только ты ударил, тебя инерцией выбрасывает назад. Если нету пресса, если нету спины, если нету напряжения в ягодицах, то есть болтанка Короче, на начинается. следующей неделе тяжелее всем, да? Ну, так они, да, вот как раз со следующей недели тяжелее. Мы можем мяч плотнее надуть и тебя поближе поставить. Если честно, я вот это... Когда добил, я уже хотел просто упасть и лечь на кушетку, вот так, чтобы... Растяжка, все, растяжка. Чтобы мне махали, как в этом, на ринге. Я одену. Отзывайся, голос, стоишь тут. Футбол
стоит, да? Убираем его, он нам не нужен пока. Ну, так не будет? Нет, мне не надо. Я его вот сюда поставлю. Все, давай. Становимся возле шведской стенки, растягиваемся, вертикализируемся, по-другому это называется. Нужно понагружать суставы все, позвоночный столб, выпрямиться. Офигеть. Ну и что я тебе хочу сказать? У меня сводят мышцы задней поверхности бедра. После этого упражнения? Я не знаю. Или после недельных тренировок на ноги? Возможно. И то, и другое, и побольше. Фу. Такое ощущение, что встал какой-то. Ну, что-то очень болючее. Ноги. Под названием ноги. Значит, смотрите, становитесь ли вы в коленоупоре, либо вы становитесь уже без него. Ноги ставим на ширину таза, либо около этого размера. Почему? Потому что если прям стопа к стопе стоит, то маленькая площадь опоры и любые упражнения, которые вы будете делать с положения стоя, вам будет выполнять некомфортно, вас будет болтать. Поэтому между стоп хоть какой-то, я не знаю, мячик или свернутое полотенце должны быть. Далее. Подаем таз слегка вперед, возвращаемся в исходное положение. Работать желательно с дыханием, для того, чтобы максимально растянуть переднюю брюшную стенку. Ты видишь, как я дальше подаю таз? Да, я вижу. Это хорошо? Это нормально, то, что тебя не выбивает. Но мне это очень сложно делать. Потому что как только подаешь ты таз назад, вот это вот движение, когда подается таз назад, оно провоцирует сгибание в коленных суставах. То есть если у вас не замыкается коленный сустав, и спастика в пояснице, в спине тоже может вас резко посадить. То есть, и пресс вас может если посадить. руки у вас не крепкие, то пускай кто-то, кто стоит позади вас, либо рядышком с вами, фиксирует каким-то образом это положение. Возможно, нужно вам... Меньше амплитуду можно делать. Либо меньше амплитуду, либо вам нужен какой-то дополнительный фиксатор, если вдруг вас выбьет, держать на этом расстоянии. Далее, после того, как вы растянулись, поднимаем руки либо на каждую планочку вверх, либо сразу, как Дима уже умеет, сразу вверх поднялся и тоже немного подал таз и корпус вперед, тем самым растянув переднюю брюшную стенку, выпрямив спину и макушку. После этого, да, опускаем руки. А можно я буду вот так вот с приседа? Ну-ка. Можно. С приседом. Или это не надо? Нет, ты можешь делать вариации, либо просто на прямых ногах подскок, либо просто пытаемся подать корпус вперед таким вот перекатом с носка на пяточку, прогружая тем самым то носок, то пятку. Если с подскоком, то тогда идет движение, небольшое пружинистое движение в коленном суставе, ну и соответственно вот эта вот вертикализация с вибрацией идет по всему корпусу. Здесь видна нагрузка немного на руки, да, и соответственно на ноги. Сейчас я еще скажу свои 5 копеек, вставлю, можно? Давай. Короче, я просто смотрел одного дядьку в ютубе, так он говорил, что у вас было кровообращение хорошее, так вы должны подпрыгивать и резко на пятки становиться. Это не только, это не кровообращение, это больше... И поэтому я сразу делал это вообще вот просто вот так, стоял. Да. Движение, мелкой вибрации. Значит, смотрите, мелкая вибрация и движение, удары пяточек, да, особенно с утра, если вы попили воды и начинаете выполнять, например, неважно, получается у вас возле шведской стенки идеальный вариант, да, если нет, вы абсолютно здоровый человек, хотите себе убрать какие-то отеки, да, то есть вы становитесь, да, и бьете пяточками об пол, создавая такую мелкую вибрацию на относительно расслабленном теле. Почему у ребят, девчат, которые получили травму шейного грудного отдела, то есть у них уже идет все расслаблено, да, относительно, и дальше нужно просто сфокусироваться на вот этом вот подтягивании и падании на пяточек. Плюс для них это еще дополнительная нагрузка на суставы и опускание голеностопного сустава вниз пяткой, потому как они когда лежат, стопа вытягивается вперед. Так это от отечности? Это от отечности.
Ну, естественно, так как идет мелкая вибрация, все равно мышцы включаются в работу, помимо лимфотока включается и кровоток, и идет питание. Я хочу сесть тебе. Давай, присаживайся. Питание. Поэтому я толстый. Да, ты от вибрации напитался. Катя, Так. это все достигнуто потом и кровью. Не, на самом деле, вот, я вообще считаю, что упражнение это все супер, оно должно быть, но без проводимости это все как-то очень сложно. Но все равно это надо делать, потому что как мозг поймет, что надо ногу согнуть, да? И надо согнать самому, чтобы мозг чуть-чуть понял. Самому, с помощью кого-то, с помощью любых приспособлений. Все равно надо заниматься, чтобы было кровообращение, питание, как ты говоришь, да? Есть же мышечная память, то есть даже тогда, когда нету иннервации, да, у людей, у кого плегия, когда второй человек ему сгибает, разгибает тоже ногу, руку, нужно представлять, что вы делаете это самостоятельно. Называется это идиомоторное упражнение, и в этот момент ваш мозг включает импульс. Импульс этот дополнительно помогает включить кровоток в мышцы, улучшается питание этой мышцы, и за счет вот этой мышечной памяти движение происходит. А я забыл, ты, если кто стоять не может, как ему на пятки бить просто? За счет корпуса, за счет того, что... Который не может стоять. Да, вот максимально... вообще не могут кто стоять? Кто не могут полностью стоять, все берут ногу и просто ее бросают. Да? Вот таким вот образом. Поднимаете ногу, пятка поднимается, потом вы ее опускаете. Либо самостоятельно, либо кто-то извне. Берет вашу ногу, поднял, опустил, поднял, Извне. Извне, да. Звони зеленым человечком. Или привидением. Ты видишь привидения? Я верю в потусторонние силы. Ты их видела? Я их слышала. Может, это не силы? Может быть. Что за таблетки пьешь? Может, это мыши, да? Ты раз и побежал. Кстати, смотри, да прикольно, я тебе хочу сказать, ты вот будешь смеяться. Включал вот, ну, когда поломался, ну, там, то все, включали ужасы какие-нибудь, если там, это, бу! Блин, у меня сразу по всему телу. Такой, знаешь, адреналин, все мышцы срабатывают. Ну, я же просто такой, боязливый, сцикун, короче. Я не люблю ужасы смотреть. Я не люблю ужасы смотреть. А вот когда вот это пугаешь, вот это адреналин, выброс адреналина, то по всему телу чувствуешь, когда вот поломался. Слушай, прикольно, я не знаю. Я тоже не знал об этом, но когда поломался, я об этом знал. Нет, ну понятно, что я знала, когда, о том, что адреналин вырабатывается и так далее, но вот то, что То есть ноги ты не чувствовал, но в момент и я их чувствовал. Начинал да, чувствовать. я их начинал чувствовать. То, что включается пила 19 и все, и флаг в руки. Психологически все-таки, как оно работает, да, то есть наш мозг, насколько он реакцию выдает на мышцы. Не нужна никакая электростимуляция, достаточно пила 2, да? Психология дело серьезное. Кстати, если вы получили травму, не кричите на своих родственников, не ссылайтесь на них. Хотя все так делали, и я делал. Потому что ты вроде вот хочешь ногу подвинуть, это все просто, а человек откуда он знает, твой близкий, что ты хочешь ее подвинуть, а ты злишься и кричишь на него. Да. А без его ты не можешь. Поэтому это такой футбол не очень. Ты на меня, я на тебя, поэтому держите себя в руках, если не можете в ногах. Если не можете, держите в ногах. Так, ну что, подъем? Да нет. Да-да. Катя. Бриллиант Наводила. науки УФК. Книгу собираешься писать, как обещала? Как обещала всем, я никому не обещала книги. У меня почерк плохой. Как у любого медработника. Возьми себе еще одного шейника и пусть разрабатывают эрготерапию. На диктовку, да? На диктовку, да. А, кстати, я же этим занимался, да. Есть такие программы для называется, скорости печатания. И вот эту программу включаешь, нажимаешь на кнопки и разрабатываются пальцы, кстати. Вот такая вот пьянка, дети мои. Ну что? Поехали. Раз, два, три. Я помню, поехал на реабилитацию на одной был там у нас в Минске. Там один парень, ну после ЧМТ, правда. И вот он,
Я лежу на кушетке, а он такой встал вот так вот и держится. Я думаю, вот бы мне хотя бы до этого дойти. Поняли? Так, все возможно. Мечты сбываются, дошел. Да, главное мечтать. Только Самое- не о пенсии. Только не о пенсии. А самое интересное, как меняется приоритетность, да, мечты у человека. Да. Ты что, ты понимаешь сущность, ты становишься философом, и ты понимаешь, что все, что для тебя было важно, это на самом деле просто пыль. И ты по-другому относишься ко всем вещам, абсолютно ко всем. К людям, к высказываниям, ко всему по-другому. Потому что ты уже понял, что все это ерунда. Катя, все, вперед. Давай. Блин, у меня нога. Что с Не ногой? выстрелит. Сейчас она у меня, ладно, начну. Два, шире. Три, еще шире. Четыре. Тихо. Сейчас я понял. Поправить? Сам? Сам. Вообще поясница болит очень. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 и 20. Перерыв. Давно не делали мы этого упражнения, учитывая то, что Надо меня присесть. не было месяц. Надо присесть. Давай присаживаемся. И до этого мы, наверное, пару недель не делали. Сейчас, после того, как мы поделали разные новые упражнения, добавили опять это упражнение в наш комплекс для того, чтобы понять, насколько иначе работают мышцы. Что дополнительно включилось из мышц, что окрепло. Катя, широким хватом я делаю 3 раза вообще. Нет, мы делали уже не третий По раз. полочкам я поднимал руки, но широким нет. Делали мы широким хватом 2 недели. Ладно, все это чушь. Очень сильно напрягаются ноги, безумно. Причем напрягаются абсолютно другие мышцы. Если раньше я стоял больше на спастике, то сейчас я стою на какой-то присогнутом колене. У меня вот это очень сильно болеть начинает. Включается, знаешь, что самое интересное? Вот сейчас я просто обратил внимание. Вот стопы. То есть у меня вперед стопа, раз, назад, стопа, хоп, пожми. Ну, как бы саморегулировка идет какая-то. Автоматизированная система. Я поняла. Когти впиваются в кафель. Да, и болят пальцы, и вот от напряжения. Вот и все. Как хочешь, делай, что хочешь. Ты на второй заходик поднимешься? А у меня есть варианты? Пока нету. Ну все. Давай, это у нас Блин, аж будет. слезы пошли, Катя. Все нормально. Да. Нормальная реакция. Раньше ты так делал. И 100 раз так делал. Спокойно, 100 раз так делал. Наверное. Сделай самому. Давай. Шнеля. Мне это брось. Замашки. Шнеля. Шнеля ей в спину, главное. Волнует тебя? Да, не люблю этих всех нациков. Ну, правильно делаешь. Что нас любить, да? Не такая. Что у тебя автомата нет. Вот был бы у тебя автомат, ты была бы такая. Катя, Давай, вставай. я не смогу, кстати. Ну, я тебе помогу. Верно? Да. Первая часть сделана. Вообще, ноги как кто кипятком облил. Вот встаешь, и тебе такой, знаешь, жар по ногам. Я хотела сказать, но боюсь. Да все поняли. Как при климаксе, знаешь, у женщин возрастных. Я думал, ты скажешь, что ты описался. А, не. Что ты колотишься, дура? Так, ладно. Широким хватом.
100 тысяч раз говорю. Да. 100 тысяч миллионов раз. Встал? Да. Раз. Тихо. Поправься. Раз. Два. Три. 4. 5. Макушка, спина. 6. 7. 8. 9. Макушка, спина, таз. 10. 11. 12. 13. 14. Жопа. 15. В смысле таз. 15, 16, 17. 18. 19. 20. Ты про ситуацию? Я поняла сначала, что ты можешь подумать, что это У нас есть домашний телефон. Он звонит. Да. Обалдеть. Так, я уже... Ты видела, как я уже стоял? Я видела, что ты вот так вот стоял. Потому что... А ты знаешь, что это очень хорошо, мне кажется, что я даже так стою. Ну, так, естественно. Я Раньше, просто... если бы меня качануло, я бы уже давно лежал Ты где-нибудь бы уже в кустах. давно, да, или сидел. Получается, за счет того, что вот я проговаривала, макушка, спина, ягодицы, это в тот момент, когда у тебя что-то ослаблялось, я тебе давала акцент, что напрячь. Мне Не наоборот, знаю, как это немножко мешало даже. Мешала. Раньше тебе помогала. Смотри, я держу свою задницу. Макушка тянется вверх, я ее вперед, и вот это вот. Но она у меня чуть-чуть отходит. Макушка тянется вверх, я макушка вверх, таз вперед. И пошла. Но зато у тебя потом поправлялось, потому что у тебя потихоньку попа выходила. И когда я сказала жопа, то я имела в виду, что таз надо Про ситуацию, вы поняли. Потому что уже была не просто таз, а была именно ситуация к тому, что ты можешь присесть. Ладно, Катя, давай, что, дальше поехали? Куда мы Ну что, мы сейчас с тобой подвигаемся, укладываемся на кушетку и начинаем качать пресс. Ну давай, что ты? Прям расторопился. Да какой расторопился? Спился. Растораспился. Так. Значит, мы качаем пресс, переднюю брюшную стенку, и затем качаем косые мышцы. Передаем мячик с положения мне впереди себя, а затем на бок, налево-направо. Единственное, что мы сегодня будем делать, не запрокидывай мяч позади себя. Может, мне тебе ограничитель поставить? Стульчик. Что ты на меня смотришь и молчишь? Скажи мне хоть что-нибудь. Поговори со мной. Да не надо мне ограничитель. Не будешь запрокидывать. Нет. Хорошо. Наверное. Работаем с выдохом, на выдохе отдаем мяч. Да, что еще? Дальше. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Да, сними на высоко. Ноги выворачивают. О, спасибо тебе. Если честно, мне как-то жарко в кроссовках. Может, они же нужны ноги подсеять на стрессе. Ну что-то такое. Через 5 лет позвонишь. Да, испарина. Нет, легкая испарина в середине стопы есть. Так, на сторону давай, да? Да. Сколько мы раз делаем? 50. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ползу пониже. Куда? Жмись чуть-чуть, а то ты поворотами слегка ушел. Вверх. Себя. В себя? Ушел в себя, да. Катя. Давай, еще Ладно, давай. Что только середина тренировки. Ну как середина? Ну, середина. Середина. Раз. Больше доворачивайся. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. И 10. Хорошо.
Берем фитбол поменьше. Нет. Ладно, ты бери, я, короче, покурю пока. Я тебя Только потом догоню. долго не пыхти. Я тебя потом догоню. Потом не догонишь. Все. Ладно. Фух, сели-ели, встали, поехали. Давай. Фух, не могу. Раз. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. И 10. Отдыхай. Меня очень сильно на сегодняшней тренировке пошатнул вот этот бокс, на самом деле. Очень хорошо у меня так. У меня все тело. Устала. Да. Ну, вот эта выносливость, о которой я говорил. Фу, капец. Ладно, поехали. Раз. Раз. Два. Два. Три. 8. 9. 9. 10. 10. Что я все сделал? Молодец. Я смотрю, что легко делаешь, надо утяжелители добавить. Утяжелителями пресс это сделать легче. Объясню почему. Утяжелители тянут тебя. Надо И за куда-то- тобой тянут. Надо Утяжелитель надо на шею. на шею. А, Раз. Два. 20. Хорошо. хорошо. Все будет хорошо. Так. Обуваемся. Что мы сейчас будем делать, Екатерина Таз поднимем. Леонидовна? Ты когда вот я сделал пресс и поднимаю таз, у меня сложится впечатление обманчивое, что вот-вот и финиш тренировочки. Нет, это не так. Yes, ладно. Сколько ты говорила раз делать один, да? Ну, 101. Один подход 50 раз. Ого. Раз. Два. Три. 4. 49 и 50. Мне кажется, ты мне очень мало помогала. А ты хотел, чтобы я тебе много помогала, Дима. Ты же взрослый Взрослый мальчик. Что ты хочешь, чтобы я сделал вообще? Работа ногами. Через фитбол. Кстати, первое, ну не первое, конечно. Одни из первых Одни из упражнений. первых упражнений это работа ногами вот так вот на фитболе. На фитболе, на резинках. На резинках это, да, первое упражнение, на которое нужно делать акцент, только с ортезами, со всякими помощниками. Что мне делать? Куда толкать? Сейчас я посмотрю, как идет мяч. Давай. Угу. Давай вовнутрь тянем. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Еще. 11 до 20. 12. До 50. 13. Хорошо. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Давай 20-й перерыв. Конечно, перерыв, я шутил вообще-то. Ты хоть улыбайся, когда шутишь. Я уже не могу. Очень сильно напрягается вот эти все связки и все, что связано с тазобедренным суставом. Причем со всех сторон. Здесь, ну вот так вот, знаешь, как по кругу. Еще обратите внимание, Дима выполнял это упражнение, не опираясь ни на локти, ни на предплечье, то есть руки находились вверху, и работа шла от мышц пресса. То есть это идеальный вариант выполнения. На начальном этапе вы можете упираться локтями, придерживаться кистями за кушетку, для того, чтобы хоть какой-то импульс передать в брюшной пресс, а он уже по инерции передал бы по мышечным цепям инерцию в ногу. То есть я весь этот путь прошел.
То есть вот это упражнение начиналось с того, что мне помогали, я там, Да, то там есть что-то он делал. цеплялся руками, Да. я пальцем доводила вот Да, это да, движение, да. То есть потихоньку убирает нагрузку инструктор с себя и передает эту нагрузку То есть этот путь нужно пройти. пациенту. Давай в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5. Мне кажется, ты не определишь. Да, потому что сильнее легко ты делаешь. 6, 7, Папа, можно что сказать? 8, Да. Вот Кристина сказала, что ты 9, поехал в Гугу, потому 10, что ты захотел больше крови и больше 11, черт на мою маску. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо. Да. Я еще придерживала носок для того, чтобы он не ротировался вот так вот наружу, потому что тогда чуть-чуть другая группа мышц включается. Желательно, чтобы нога находилась вертикально и пальчики смотрели вверх. Поэтому я еще и придерживала Вот здесь очень. Вот здесь. отводящие, приводящие мышцы. Именно возле Туда связки. тазобедренный сустав, там, где крепится сухожилие. Я не буду уже акцент ставить на бедрах, ну, они у меня болят, если честно, с утра. Ну, когда делаешь, они болят больше, понятно, ну, потому что напрягается. Что ты хочешь, чтобы я делал? Вторая нога. Спасибо. А то я не сделал, кстати. Да как хватит уже. А я бы и не У сделал. нас на ноги вся неделя была, А поэтому... откуда ты знаешь, что хватит? Как это я же вижу. Так ты глазастая, тебя поставили подслушивать, а ты еще и Я подсматриваешь. еще подсматриваю. Так, стоп, нам надо сделать так, чтобы... Секунду. О, вовнутрь. Мне кажется, слишком Раз. далеко. Я буду придерживать. 2, 3, 4. Подожди, нет. Нога она не ровная. Не ровная, мне кажется. А у что- тебя как будто слегка присогнуто колено. Да. Ну-ка, давай вот так. Подожди. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И 20. Мне казалось, что иногда слабее у меня. Да, чуть слабее. Слабачка. Я тебя разую. Подожди, нам нужна обувка, нужна. Она пяткой придерживает мячик, чтобы не соскальзывала. Но все равно это я делаю уже лучше намного, чем было. Это был кошмар. Ну, блин, в принципе, цель есть. Вперед. Нормально, делаем. Готов? Да. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Камера просто не передает, как у Димы напрягается корпус, да, как за счет вот этого движения, то есть он не перекатывается лево-право корпусом, но мышцы
Вот по этой стороне, хоть рукой он и выполнял движение, как бы помогает. Далее передает вот сюда на брюшную стенку. Брюшная стенка прям выгибается таким серпом и выходит на напряжение мышц бедра. Бедро, даже вот головка четырехглавой мышцы в районе колена, да, она напрягается, то есть выделяется фактурно мышца. То есть настолько уже проработано это упражнение, настолько оно выполняется за счет напряжения мышц именно. А на начальном этапе это было как бы головой, руками, ногами, чем угодно, но только не мышцами. То есть Значит, мне повезло, раз я уже что-то достиг. Да, нужно начинать с малого, и потихоньку вы дойдете до максимума. Своего максимума. Я уже, по-моему, дошел до финиша своего, а не до максимума. Так, ну что, давай присядем. Да, давай присядем. Да? Вот Через это прям кушетку. хотел. А, ты хочешь так прям? Да. Присядем? Ну что ты за человек такой? Я хотел... Ну давай присядем. Ладно, давай так. Что ты меня жалеть начинаешь? Что ты думаешь? Раз, два, три, опа. Опа-на, мана. Что ты меня держишь? Я устал. Сидишь, Да. я устал. Я устал. Что ты меня держишь, я устал. Ну, стою, хотел сказать. Усижу. Я как это правильно сказать? Удержусь вот. Была что-то закрылась, нормально. Нормально? Хорошо. Так, Вот что мне делать надо? Ты скажи мне, что делать, я тебе скажу, что я тебе мяч. посоветую как Вот это профессионал. движение. Какое движение начнем? Отжимание. Держи мяч. Что такое злая? Чего я злая? Хорошо. Уперлась в мячик. Ну, что поделать, бывает. Круглое, так сказать, круглое. Да. Я Ольмой Да. играю. Ну что? Мне дальше Не-не-не, надо или да, нет? подожди, стой. Ноги нам надо вперед, мы сейчас подвинемся с тобой на кушетке вперед. Подожди, ты что не вперед? Мне так не поменяешь. А фитбол, чтобы не укатился. Что ты хочешь сделать? Ничего себе. Да ты... Оп. Тогда я сам. Так, ну вот так. Ну, давай. Ноги как раз в коленях хорошо сейчас стали. Да. Да? Мячик вперед. Куда дальше? Не-не-не, не туда. Туда. Катя, я же Ой, не у тебя понимаю. спина уже вот до сюда мокрая. Степень нагруженности Димы можно определять по мокроте майки. По улыбке. Если до лопаток намокла майка, это с первая часть, до серединки вторая. Мы приближаемся к концу майки. К растяжке. Так, ладно, какая растяжка? Ты фитбол выводишь впереди себя, упираешься руками по бокам, больше по бокам, ну, не прям сами боковые поверхности, да? Падаешь вперед и за счет спины поднимаешься. Нормально? За счет спины. Да за счет спины, ну руками же я помогать не буду Ну, тоже. чуть-чуть, да. Потому что я тебе стабилизировала мячик. А можем же не стабилизировать мяч, это усложнение. 6. Голову только сильно не закидывай. 7. 8. Угу. 9. Прокачиваем мышцы спины. 10. Еще пятерочку. 11. Ну-ну-ну. 12. 13. 14. И 15. Хорошо, отдыхай. Это Можешь. не жалечки, это очень сложнее. Это очень А у сложнее. меня потому- напрягается с твоей спины еще пресс очень сильно. И знаешь, когда ты берешь его не сверху, этот мяч, а вот отсюда, Мгм. опять вот это, опять ты его сжимаешь, у меня уже вот здесь
На локтях все болит. Уже вены даже на локтях видны. Дима, ну я же тебя готовлю на ходуны низкие, ну ты же понимаешь. Хочешь ты этого или не хочешь, Обиделся. нам нужно укрепить. Обиделся, я вижу. Нет, не обиделся. Я наоборот рад, что такой специалист попался нам. Я обидел, ты обидел. Мы хотим перейти с высоких ходунов на более низкие. И для этого нам нужно что сделать? Укрепить трицепс и сухожилия в районе локтевого сустава. Вот мы Мечта сбывается. да, всячески пытаемся укрепить Диме эту часть. Нужно пора нервы укреплять. Неделя прошла, пятница, а хочется праздника. Да. Да. Ну, так празднуем. Да. Еще ты хочешь? Да, хочу еще подход. Блин, вообще, А вот- локти очень... А давай попробуем побольше фитбол. Зачем? Ну, тут так интереснее. Мне интересно, это сложнее или нет? Конечно, сложнее. Только, наверное, придется чуть-чуть попу назад отодвинуть. Ну, посмотрим сейчас, может и не придется. Все. Достаточно. Достаточно. По бокам. По бокам. Да. По бокам. Ширина немножко другая. Ну дальше, что я его катал или нет? Давай, да, еще дальше, да? Да. Ну-ка. Вот ноги теперь справляем. Стопы должны стоять на полу, то есть не должна нога болтаться впереди или позади в максимальном изгибании. То есть угол должен быть правильно, не должно на носке стоять нога и на пятке. Да. Спиной. Пипец. Раз. Хорошо. Зашло упражнение. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Давай. И 15. Хорошо. Убираем мяч, ложимся на растяжку. Сухожилия локтевых суставов передают привет. Причем, наверное, недоброжелательно. Судя по тому, как они болят. Я поняла. Они вообще капец болят. Ну видишь, у тебя сегодня задействованы руки прям хорошо были. Мы же ноги всю неделю напрягали, понимаешь? Должно же было бы что-то напрягаться. Понимаешь, что? Когда мы начинали тренировку, было двоих хорошее настроение, а сейчас ты что-то аж пританцовываешь. Давай, ложимся. Не надо ноги ничего делать. С ними нет. Оставь так. Так. Через кушетку или ой, через валик, нет? Нет, не надо. Кстати, растяжки через валик, которые вы видели, ну там я понимаю, что... Шокирующие они выглядят. Да, они шокирующие выглядят, но я вам могу сказать честно, они очень болючие, очень-очень болючие. Дышать нечем, но после них дышать легче. Да. Растягивается полностью. Ты видишь, я могу Грудная даже вот плечами дышать. поднимается. Мама, иди сюда. Что такое валик тебе? Нет, я просто людям рассказываю. Что за? Я думаю, что сегодня достаточно. Катя, ну Покажи. подожди, ну сейчас, я не могу так быстро все это делать. Ты видишь, сколько много упражнений уже проходит. Утяжелители? Не надо. Вот, видишь? Выставками красиво. Торгают. Отлично. Ничего не смущает? Да, хорошо. Ничего. Проговоришь растяжку, не будешь? Да, Или не хочешь? поговорим. Сгибаем ногу в коленном тазобедренном суставе, выполняем 10 раз минимум, а вообще по состоянию пациента. То есть если это начальный этап, то это может быть и 20, и 30 раз сгибания. Вторая нога лежит ровно, либо в ортезе, либо фиксирована каким-то
полотенцем, например, либо, если она не сгибается самостоятельно, сейчас как у Димы. Уже, да. Либо кто-то извне, да, зеленые человечки, придерживает ее выше коленного сустава, чтобы она не сгибалась в колени, если есть спастик. Так. Руки выносятся вверх над головой для того, чтобы максимально растянуть полностью грудную клетку. На начальном этапе, как мы показывали в предыдущем видео, можно растягиваться, подкладывая валик, либо, не знаю, подушку свернутую небольшую, одеяло, простынь под таз, и тогда передняя брюшная стенка будет растягиваться больше. Затем прорабатываем тазобедренный сустав вращением, да? Уводя его наружу и выпрямляя ногу. Помним, что объемы должны быть такие, как у того человека, который делает растяжку, как минимум, да? То есть вы, если, конечно, не садитесь на шпагат. Ну да. То есть проверьте сначала, насколько у вас уводится нога в тазобедренном суставе в сторону, и затем только добавляйте какой-то нажим, потому что есть ограничение движения, чтобы не навредить суставам. Что щелкает. Щелкает. Да. Кушетка щелкает. Кушетка? Угу. Позвоночник у меня щелкает. Ну, чисто кушетка. Сейчас, да. Так. Затем ставим ногу, фиксируем стопу, но разрешаем ей повернуться. Да? То есть фиксируем для того, чтобы она просто не уезжала, например, вот вниз из этого положения. Уводим колено в сторону. Также этим упражнением мы раскрываем тазобедренный сустав. Немножко надавливаю на коленный сустав, то есть вот нога самостоятельно ушла в сторону. Если это начальные этапы, мышцы абсолютно слабые, возможно, мышцы похудели, то совсем немножечко доводите и возвращаете в исходное положение. Не знаю, как ты, я уже не хочу говорить. Не говори. Хорошо. Далее, что мы делаем с Димой? Мы заводим голеностоп за прямую ногу и делаем небольшое скручивание. Его можно делать, давай, раз, два, три, если у вас нету пластин в грудном и поясничном отделе. Если они у вас есть, на начальном этапе эти скручивания не рекомендуются. На начальном этапе. Да, на начальном этапе не рекомендуется. Сейчас мы покажем, чем это можно заменить. Слушай, вот хорошо, ну вот скручивание там на валике, вот эти все выгибания. Я посмотрел в предыдущем видео, как я ворочаю вот это шеей. А у меня что, можно? В смысле ворочать? Ну а может там все ворочается, эти пластины, там что там у меня стоит. Немножко можно. Ну, у тебя это все можно. Ну то есть у меня вот, ну шея, вот это вот все, там же тоже конструкция стоит. Конечно, смотри. Она у меня поворачивается, все, а вот, а что нельзя там человеку чуть-чуть скрутиться? Можно скрутиться. Вот смотри, ты сейчас лежишь ровно, ноги прямые, Да. и ты сейчас корпусом самостоятельно поворачиваешь. Это можно делать. Это можно, я же говорю, сейчас мы покажем, что можно делать. Если у вас есть пластины, поворачивайся в ту сторону, и я еще тебя за руку могу дотянуть Ну да. до болевых каких-то ощущений. Ноги лежат спокойно, вот потихонечку выполняем. Еще давай. Потянули, и я тебя за руку чуть-чуть дотягиваю. Таз лежит самостоятельно. Я таз даже не прижимаю. То есть, если он даже доворачивается, потому что пошло ограничение, это нормально. Ну, давай еще разок. На выдохе. Фу. То есть, видите, таз чуть-чуть приподнимается тогда, когда уже начинается ограничение. Опять-таки, если вы чувствуете свою пластину, то вы работаете по этим ощущениям. То есть вы вот дошли до каких-то неприятных ощущений и еще чуть-чуть. Вот чуть-чуть, не перешагивая через острую А на валике-то тоже можно растягиваться. Мягкий Тоже. вот коврик вот положите. Да, так я же говорю, жестких валиков и больших валиков сразу быть не должно. Да. Можно свернуть, я не знаю, Полотенце. покрывало, полотенце в небольшой валик и лечь.
Дело в том, что у нас изгиб есть физиологически в пояснице в любом случае. И когда мы подаем таз, он просто слегка увеличивается. Мы же не становимся на мостик в грудном Да, отделе, поэтому где есть все это пластина. можно делать без фанатизма. Просто, да, вот ты правильно сказал, без фанатизма. Так, дальше. Сгибаем ногу в коленном суставе. То есть вот бедро у нас стабильно, а работаем со сгибанием именно в коленном суставе. А меня первый год я поехал на реабилитацию в Минск, положили на такой вот валик побольше, чем вот этот. И выгибали. 4 недели длилась реабилитация, 4 недели на этом валике. У меня тренировка длилась, час, да, там, будем говорить. В общей сложности. В общей сложности. 40 минут я лежал тупо на валике и пробовал дышать. За 40 минут хотя бы руки вверх чуть-чуть. Ну, то есть это очень сложно, больно, но это, оказывается, надо. Это нужно для того, чтобы, потому что пока вы лежали в реанимации, у вас уже спались легкие, да, то есть Да. меньше объем легких, межреберные промежутки, не было подвижности в грудном отделе, и, соответственно, это нужно вернуть. Как это возвращается? Ну, к сожалению, таким образом. Только растяжками и руки вверх. Да, да. Руки надо поднимать вверх, чтобы избавляться от ИВЛ, от всех вот этих. Нужно растягивать. Чтобы раздышать грудную клетку. Да, то есть, ну смотри, ИВЛ, да, вот все в реанимации лежат, кто сразу не начал дышать, лишь постепенно. Чтобы это получилось, надо что? Растягивать грудную клетку, чтобы она заработала, надо, самое главное, да? Да. То есть это делается вот так, руки вверх, к примеру, поднять. Надувать шарики еще хорошо. Так надувать шарики человек на ИВЛ, какой шарик? Нет, когда без ИВЛ. Ну да. Нет, ну шарики надувать, вот все многие говорят, что это полезно, но я надувал, у меня что-то оно не зашло. Пузыри воду пускать через трубочку. Ну, может быть, но мне в основном зашло вот только тогда, когда начал растягивать межреберные промежутки. А это все ты сам не раздышишь. Ты просто понимаешь, механически еще добавляешь, у тебя ребра раз, расстались, сжались, расстались, сжались. И то есть у тебя, и когда у тебя уже есть ход вот этот, тогда, может быть, эти шарики и помогут. Когда у тебя хода нет, ты будешь их надувать животом. Ну, вот это мое такое личное наблюдение. Я так Да, увеличить не особо не... промежутков, это однозначно увеличить Да, работу я вам диафрагмы. могу сказать, что вот так вот руку за голову я научился лежать спустя, наверное, года 2-3, или на то 4. Ну, то есть я не мог так сделать. Я лежал, все время руки были вниз. Ну, то есть руки вверх поднять, это проблема на самом деле. И я вот был на реабилитации, смотрел, это для всех проблем. Да? Да. Ну, то есть вот это вот растянуть и включить наши межреберные промежутки, чтобы дышать самому. Когда ты сам дышишь, это уже совершенно другая пьянка. Это уже можно переходить на более крепкий рак. Хорошо, это как? Даже очень. Хорошо, растянули стопу, растянули заднюю поверхность. И теперь она нам не нужна. Пальчики стопы немножко. Хорошо. И то же самое выполняем на второй ноге. Да. Так, ну что, пятничная тренировочка подошла к концу, было много интересных упражнений, что-то новенькое мы ввели. Диме понравилось, надеюсь? Очень. Очень. Очень она понравилась. Да. Ну вот, пролетело 5 лет. Да. Как я отношусь к этой дате? Да, конечно же, благодарен, что остался живой. Вот и все. Есть возможность прожить еще одну жизнь, да, пусть она будет тяжелее, чем до этого. Есть возможность наблюдать, как растут твои дети. Есть цель, к которой мы стремимся, поэтому, люди, не раскисайте. Все супер, все отлично. И вам всего доброго. Счастья, ваш дом, друзья, товарищи, подписчики. Пишите комментарии. Всего вам самого лучшего и хорошего. Будьте здоровы. Всем пока. Пока.